В одном из зданий засекреченной базы прямо посередине комнаты находится стальной герметичный куб размером 5 кубических метров. Куб не имеет окон, но обвешан всевозможными датчиками слежения. Рядом с кубом постоянно находится патруль службы безопасности. Вдруг один из патрульных слышит громкий стук, который раздается внутри куба. Этот стук с каждой секундой усиливается и ускоряется. Двое патрульных из службы безопасности в панике пытаются сообщить о случившемся. В этот момент стальную стену куба проламывает существо и расправляется со всеми, кто находится рядом. Подмога службы безопасности получает сигнал и направляется на место происшествия. В стальном кубе находился объект SCP-096. Это гуманоидное существо, высотой приблизительно 238 сантиметров. Конечности существа сильно вытянуты и непропорциональны по отношению к туловищу, а длина рук приблизительно 1,5 метра. У объекта полностью отсутствует волосяной покров. Исследования показали, объект не является сверхразумным гуманоидным существом. Что стоит отметить, объект SCP-096 имеет огромную челюсть, но остальные черты лица схожи с человеческими. На данный момент нам неизвестны точные характеристики его зрительных функций и различных органов чувств. Возможно, у объекта полностью отсутствует зрение. SCP-096 должен содержаться исключительно в герметичном стальном кубе размером 5 кубических метров. Внутри этого стального куба не должно быть абсолютно никакого видеонаблюдения и любой подобной аппаратуры. Если объект так хорошо заперт в ограниченном пространстве и содержится под особым контролем, тогда возникает вопрос, как у него получилось выбраться на свободу? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но изучив документы дела, можно сделать вывод, что в редких случаях физическая сила объекта может очень серьезно увеличиваться. SCP-096 не был полностью изучен, поэтому его поведение предсказать невозможно. После того, как объект вырвался на свободу, он покинул здание базы и направился в сторону леса. Была поставлена задача найти объект как можно скорее, так как он был опасен для окружающих. На его поиски была направлена специализированная поисковая группа, которая состояла из 13 солдат и 2 военных вертолетов. Отслеживание объекта было затруднено, так как он не отображался на тепловизорах. Поисковая группа обнаружила SCP-096 только тогда, когда он добрался до одного из домов в лесу. Объект разрушал все на своем пути, затем резко сбавил темп и остановился возле этого дома. Поисковая группа направилась на местонахождение объекта. Был отдан приказ уничтожить объект любой ценой. SCP-096 неподвижно стоял возле дома в лесу, непрерывно глядя на стены уже больше минуты. Неожиданно к дому подошла девушка, которая возвращалась с вечерней прогулки. Когда она заметила загадочное высокое существо возле своего дома, то впала в шоковое состояние. Ей стало очень страшно. Она никогда не видела ничего подобного и не понимала, как такое возможно. Вдруг загадочное существо повернулось в ее сторону, и в этот момент девушка взглянула в лицо своему страху. Дрожа от испуга, она изо всех сил бросилась бежать, спотыкаясь об упавшие ветки и торчащие из земли корни высоких деревьев. Через 20 метров она наткнулась на поисковую группу, которая продвигалась к дому в лесу. Внимание! Объект возле входа в здание. Принято. Вижу цель. Цель обнаружена. Огонь на поражение. Заходим вокруг для обстрела. Отступайте. В скором времени подмога прибыла на место происшествия, но не обнаружила никаких следов SCP-096. Вся поисковая группа была мертва. Рядом с ними было обнаружено тело девушки.
Длительные поиски на ближайшей территории не принесли никаких результатов. Со стороны фонда SCP было сделано все возможное, чтобы обнаружить объект. Особенность объекта SCP-096 заключается в том, что он обладает чувством местоположения. Это помогает ему находить и убивать всех, кто видел его лицо. Даже если жертвы наблюдали его лицо на фото или видеозаписи, он находил и расправлялся с очевидцами. История возле дома в лесу относится к особым случаям, где принимал участие SCP-096. Находясь в своей камере, объект каким-то образом определил местоположение фотографии, где было запечатлено его лицо. Это повлияло на физические возможности объекта, и проломив стену камеры, он выбрался на свободу. Этот снимок был сделан более 20 лет назад одним из жителей того дома в лесу. Скалолаз, который поехал в турпоход, в горах фотографировал пейзажи и случайно сделал фото SCP-096. На снимке невозможно разглядеть лицо объекта даже через увеличительное стекло, так как объект находится слишком далеко. Но даже этот снимок повлиял на его поведение. Несмотря на то, что размер изображения менее 3 мм и на нем можно увидеть лишь еле видимые очертания. Поведение SCP-096 схоже с работой механизма, который запускается в том случае, если кто-либо увидел объект вследствие прямого зрительного контакта или же на видео и фотографии. Исключением являются любые художественные изображения объекта, так как он никаким образом на них не реагирует. Независимо от того, где находился наблюдавший, SCP-096 чувствовал его местонахождение и в скором времени направлялся на его поиски и уничтожение. Именно по этой причине установка видеоаппаратуры в камере содержания объекта находится под строгим запретом в связи с серьезными последствиями, включая нарушение секретности фонда и значительные потери среди гражданского населения. Поиск объекта должен рассматриваться как особый приоритет. После того, как объект расправился с опергруппой, он увеличил скорость перемещения и пропал из зоны видимости. Военные вертолеты прочесали несколько сотен километров территории, и это не принесло никакого результата. В данный момент ничего не известно о местоположении объекта SCP-096, так же как неизвестно, сколько существует копий такой фотографии. Более того, подобных снимков может быть куда больше, чем мы можем себе предположить. Единственное, как объект проявляет себя в последнее время, это череда загадочных смертей, возникающих в разных точках мира с разной периодичностью. Это не оставляет возможности делать каких-либо предположений о его местонахождении. Среди данных, которые существуют по объекту SCP-096, это часть записи беседы между бывшим командиром поисковой группы и инспектором по особо секретным делам. Посмотрев эту запись, можно сделать вывод, что объект SCP-096 очень опасен, и его практически невозможно остановить. Военные применяли различные виды оружия для уничтожения объекта, но результат был неутешительным. Тысячи выпущенных пуль никак не повлияли на объект и не причинили ему никаких повреждений. Единственным, кто выжил в этой схватке, был командир поисковой группы, который остался жив лишь по той причине, что не видел лицо объекта, в отличие от других военных, которые были зверски убиты. По словам военного, объект куда опаснее, чем предполагают сотрудники фонда SCP, и нужно найти любой способ, чтобы его уничтожить. Из-за непредсказуемой природы аномалии, SCP-096 был классифицирован фондом SCP как Euclid, то есть объект, свойства которого не до конца изучены, а их поведение непредсказуемо. В следующей серии мы рассмотрим другие секретные документы из архива фонда SCP. Пишите комментарии, что вы хотели бы увидеть в следующих сериях. С вами был агент SCP. Подписывайтесь на канал, будет интересно.